Здравствуйте, я рада приветствовать вас на канале Ольга Санта-Ро. С вами, как всегда, Ольга. У нас сегодня гадание на тему «Мужчина, которому ты очень нравишься. Кто в тебя влюблен? Кому ты безумно нужна?» Итак, тайные и явные поклонники. У нас будет 3 варианта. Много общения, и вы знаете, может срезонировать весь расклад. Возможно, где-то в ленте вам этот расклад попадется еще раз. Обязательно загляните, там есть какая-то подсказка. Это будет для вас сигналом, что в личной жизни грядут перемены. Итак, мои дорогие, давайте начнем. И посмотрим для начала. Первых 3 карты вы в сегодняшнем дне. Вот смотрите, да, спешит. Спешит буквально новости уже, информация спешит. Мужчина спешит с проявлениями. Очень где-то ему хочется, чтобы ты получила подсказку и обратила, возможно, на него внимание. Итак, давайте начнем. Мужчина как бы хочет говорить, хочет проявляться. Ну что ж, давайте начнем. Вы в сегодняшнем дне информация о вас. Второй вариант. Информация, по которой вы сможете понять, резонирует ли, интересен вам данный вариант расклада. Итак, дальше мы посмотрим. Мужчина, который в вас заинтересован, который сейчас держит мысли свои в голове. Что вас с этим человеком объединяет? Ситуация максимально. Что у вас общего сейчас с этим мужчиной? Что вас объединяет с этим человеком? Максимальная информация о нем и о самой ситуации, которая между вами сейчас. Мысли этого мужчины о вас. Какая вы в его глазах? Что он сейчас думает о вас, этот человек? Какие мысли кружат у него в голове касаемо вас? Возможно, после крайней встречи, столкновения, пересечения с вами. Что он вспоминает? Итак, чем привлекаете, чем нравитесь, и в общем его эмоции по отношению к вам. И здесь даже может быть момент, что триггерит, что останавливает, что его будоражит. Этого мужчину, с одной стороны, что ему нравится, с другой стороны, в общем, некая эмоциональная сторона к вам, да, его эмоции к тебе, его чувства к тебе. Дальше мы посмотрим, как он себя чувствует рядом с тобой. Что с ним происходит, да? Вот когда ты рядом, когда ты с ним общаешься или просто проходишь рядышком, мимо проходишь. Давайте посмотрим, когда ты рядом, самоощущение этого человека, его самоощущение. Что с ним происходит? На физическом, на ментальном плане. Что с ним происходит, когда ты рядышком. И посмотрим. Это все хорошо, да, это поможет вся информация нам понять, в общем, ситуацию, понять отношение человека к вам. Ну и давайте посмотрим действия. А какими будут действия со стороны этого мужчины? Возможно ли перемена? Будут ли действия? Какими будут эти действия? Итак, действия со стороны этого человека по отношению к вам, какими будут? Итак, ну и, конечно, нам нужен совет вам. Советы для вас, как улучшить ситуацию максимально для себя, чтобы так или иначе быть в выигрыше, быть в плюсе, да? Если возможность отношений с этим человеком, если есть, хорошо. Что с этим делать, как будет лучше для вас, как вы можете изменить ситуацию. В общем, подсказка для вас. Итак, давайте будем начинать, давайте будем смотреть. Скажу вам честно, обожаю этот расклад. Итак, первых 3 карты, первый вариант. Вы в сегодняшнем дне слышите, резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте другой вариант или другое видео. И давайте начнем. Вы в сегодняшнем дне. Знаете, прямо вышли в аркане справедливость. Вот с чем к вам придешь, то и получишь. Как-то надоело вам какие-то игры,
очень даже сейчас в настоящих чувствах, да, то есть вы сейчас хотите настоящего, какой-то справедливости и настоящих чувств. Вообще-то женщина такая характерная, вы очень даже умеете увлечь мужчин. И я даже очень подозреваю, что рядышком с вами есть какой-то сильно недовольный кто-то, да, кому-то вы, по его мнению, сильно делаете нервы, да, а чем? Возможно, как-то держите его во френд-зоне, очень может быть. Вы знаете, что кто-то попал во френд-зону и очень недоволен, потому что, вероятно, хотел чего-то другого. На сегодняшний день присутствует в вам некая гармония, да, внутренняя сила. Отмечу, и бывало в вашей жизни всяко, да, потому на сегодняшний день как-то не особо балуете, а очень конкретно задаете вопросы, очень конкретно желаете получить ответ. Особенно касаемо отношений. Умная, очень эрудированная женщина, можете занимать даже чрезвычайно ответственную должность. Какое-то вот ощущение правильно, моменты юриспруденции, документов вам как-то дается легко. Вместе с тем умеете радоваться жизни. Вы такой вот человек, которого очень хотят видеть в компании. Возможно, даже в ближайшее время можете получить какое-то приглашение или на свидание, или на какие-то девичьи посиделочки, или, возможно, на какой-то юбилей, праздник, корпоратив. То есть вам идет некое веселое настроение. Ощущение, что вы будете что-то праздновать, да, праздновать какую-то свою победу. Возможно, прекрасно осознавая, что кто-то вашим победам не рад. Да, но это такова справедливость, вот такая вот правда, такая она есть. Но вы знаете, на сегодняшний день есть тот момент, что за твоей спиной буквально океан. Очень много нежности, чувств. Возможно, где-то в личной жизни есть момент, как вот не хватает, да, какого-то раскрытия, открытия вот в личной жизни. В деловой сфере как-то все схвачено. И, возможно, очень даже вам как-то понятно, что вам делать, как вам продвигаться, как вам действовать. Вы знаете, присуща вам такая вот мудрость от самой жизни, от самой природы. Красивая женщина, но вас прямо завоевывать надо, потому что вы на какую-то иллюзию, вы вообще не реагируете. Очень у вас как-то четко видна ситуация, правда, ложь, да, то есть вы очень чувствуете фальшь, когда вам кто-то желает навеять, в чем-то вас переубедить, вы сразу можете настораживаться, вы сразу пропитываетесь каким-то недоверием к человеку, да, почему он так старается меня переубедить, то есть у вас сразу зарождается какое-то недоверие к человеку. И вы знаете, я бы сказала, конечно, вижу, что рядом с вами кто-то злится, но и здесь может быть момент, что какая-то немножечко легкомысленность касаемо отношений со стороны мужчин. И вы можете сейчас думать о том, что вам уже надоели игры, вы хотите чего-то настоящего. И там, где не просто вот это мурлыканье «люблю, не могу», а там, где действительно человек готов брать на себя ответственность и действительно готов вам что-то давать, а не только брать от вас. Вы знаете, возможно, где-то вам надоели какие-то инфантильные мальчишки, вам надоели какие-то вот эти игры в любовь, вам хочется уже настоящих стабильных чувств. Вы окружены вниманием, но, возможно, сейчас как-то, возможно, пришли к такому выводу, что, возможно, даже считаете, что вам не везет в любви. Вот возможно, да, потому что у вас такой запас любви, у вас такой запас и страсти, и нежности, но вы как-то даже не успеваете открыться. То есть ощущение, что, возможно, мужчинам как-то поверхностно нужна какая-то вот иллюзия отношений, ничего серьезного. Возможно, даже можете размышлять, что вам как-то не везет сейчас, да, какие-то вот инфантильные, легкие, какие-то веселые, да, все хотят какого-то развлечения. А вам вот уже хочется очень таких серьезных отношений, серьезных чувств, где вы бы, как женщина, могли открыться по справедливости, не закрываясь мечом, не взвешивая за и против, а просто вот любить открыто, любить красиво, любить так, как вы умеете, так, как вы можете. Но может очень проходить, что вы как-то можете сейчас считать, что вам как-то не везет в любви, да, что вам не везет в любви, что вы хотите чего-то настоящего. Хорошо, давайте посмотрим еще.
Давайте посмотрим. Даже, возможно, вот это, да, кто-то недовольный, какой-то мужчина сильно недовольный, которого вы, по сути, оставляете за своей спиной, он, возможно, не ожидал, возможно, вы сами разорвали какие-то отношения или действовали не так, как он, в принципе, хотел. Потому что увидели какую-то инфантильность, увидели какую-то легкомысленность и несерьезность, а вам уже хочется иных отношений. Где-то этот человек, который вот сердится, он или себя исчерпал, или в общем вы не видите в нем вот ресурсности идти с ним в отношения. Ну, вот такой вот момент. Но есть кто-то недовольный, вот со стороны недовольный. Как-то ему вы нравитесь, и сейчас нравитесь, и он как-то в злости какой-то. То есть, возможно, очень вы умеете мужчинам делать нервы. Вы такая вот, с одной стороны, очень очаровательная, очень такая вкусная женщина, а с другой стороны, резко можете очень отсекать. Хорошо, давайте посмотрим еще. Вы сейчас, ну да, вот смотрите, какое-то как будто бы отчаяние. Вот есть момент, что проявляются мужчины, но, возможно, не так и не те. Вот не те, которые бы вам хотелось, да, вот не тот мужчина, который вам как-то, или не так, как вам хочется. И с одной стороны, вот эта вода показывает, что какие-то эмоции, они прямо, ну, их много, этих эмоций. Но на сегодняшний день можете быть даже в энергии, когда вы пресекаете на корню, не видя какой-то перспективы, не имея желания тратить на чье-то баловство свое время. Хорошо, еще вы сейчас. Вот такая очень гармоничная. Вот прям как не хочется тратить ни время, ни свой ресурс на человека, который, в принципе, тебе не готов ничего предлагать. Я вижу, что прямо сейчас отсекаете. Возможно, вот этот мужчина, который как бы за спиной твоей остался, он хочет с тобой разговора. Возможно, очень. А ты этого разговора как бы избегаешь. Потому что понимаешь, что уже готова не просто там отправить его на все 4 стороны, а вообще прекратить полностью с ним общение. То есть лучше пусть не приходит. Почему-то такое вот ощущение. Но вы мужчинам очень нравитесь, очень нравитесь. Я бы здесь даже сказала, что притягиваете таких мужчин, которые ну вот любят романтику, возможно, да. Вы такая вот женщина, с одной стороны, я бы здесь сказала, как бы привнесена. То есть мужчины вас видят иной, другой, очень такой воздушный какой-то, да, то есть такой очаровательный, немножко как бы не с этой планеты. Такой вот загадочной. С одной стороны, очень такой очаровательной женщиной, с другой стороны, женщина, которая может уколоть, может ужалить, может сделать очень больно. Но я вам здесь скажу, что у вас точно есть поклонник, точно. И это не только тот, кто за спиной, но и сейчас в реальности, в твоем окружении есть мужчина, которому ты безумно нравишься, и который, возможно, уже давненько поджидает момента к тебе проявиться. Да, который, возможно, как-то видит в тебе вот эту белую птицу, которому ты нравишься, и которого чувство к тебе действительно есть. Ну, давайте посмотрим, раз этот мужчина нам уже так прямо фонит, да, то есть он, вероятно, хочет с вами какого-то изменения. Давайте мы посмотрим, что вас с этим человеком связывает, да, что вас связывает с тем мужчиной, которому вы очень сильно нравитесь. Что вас связывает? Вообще-то этот человек явно есть в вашем окружении, он строит на вас планы, действительно это так. Я вижу, что, вероятно, есть тот момент, что кто-то ему как дорогу перешел, да, то есть был или у соперник какой-то, возможно, вы были в каких-то отношениях, или кто-то к вам проявлялся, и он как-то высчитывал это, что это соперник. Да, действительно видит вас женщину, которой хочется прикоснуться. Он о вас мечтает, и где-то в каких-то мечтах, мыслях о вас есть некое духовное спасение. То есть этот мужчина, он буквально отдыхает, да, его глаза любуются вами, вы очень нравитесь ему внешне, и возможно очень, что вас может и объединять какая-то деловая сфера жизни. И иногда, вот несмотря ни на что, он идет на работу просто, чтобы на тебя посмотреть, чтобы тебя увидеть. То есть у вас очень может быть такой момент, что вы часто пересекаетесь с этим человеком. О чувствах этого мужчины есть подозрение, что знают, да, но все же они как-то вот в клетке.
Но клетка эта уже открыта, то есть проявления от этого мужчины, они будут в скором времени. И вот эта шахматная доска указывает, мужчина готов действовать, мужчина обдумывает свой шаг по отношению к вам. И да, он желает, вот знаете, отпустить свои чувства, проявить свои чувства по отношению к вам. Да, на сегодняшний день этот мужчина держит в тайне свои чувства, и какая-то как конфиденциальность. Возможно, он не спешит делиться, что у него там на душе, хоть я вижу, что люди из окружения могут замечать, что он к вам не равнодушен. Вы чего-то можете не замечать, но он буквально, когда вы рядом, он меняется. Он смотрит на вас, он буквально не отводит глаз, да, а когда вы на него смотрите, может глаза опускать, потому что пока что не готов, да, проявить, чтобы вы увидели больше. Но в ближайшее время он эти чувства выпустит, он эти чувства проявит. Да, вы знаете, как-то вот очень вероятно, что как открывается, да, помещение, и вы очень мне проходит, что это какая-то деловая сфера. То есть вы можете пересекаться по делам с этим человеком. Даже могут быть у вас какие-то общие интересы, у вас могут быть какие-то документы, да, которые так или иначе вы передаете друг другу. Тоже очень даже может проходить. Его влюбленность, его симпатия, интерес к вам имеет уже определенную историю. То есть это не мгновенно возникшее, да, то есть не уже есть история, давненько вы ему нравитесь, этому человеку. Но вероятность есть, что что-то сдерживало, да, была какая-то клетка. А сейчас обстоятельства изменились, и сейчас этот человек готов к вам проявляться. Хорошо, давайте мы побольше, да, нам же нужно побольше информации о нем. Давайте посмотрим, что же это за мужчина, что о нем в общем покажут карты. Какой он? Покажи нам его. Восьмерочка меча. Вообще внешне ему очень нравитесь, но я вижу, что какие-то как ограничения. Как будто бы ты нравишься мне, но я тебе об этом еще не говорю, да, я об этом тебе еще не сказала. Мужчина. Ах, девочки, у нас здесь король жезлов. Здесь перемена будет грандиозная. Действительно, очень интересный мужчина. Есть большая вероятность, что он прямо симпатичный внешне. Короли жезлов обычно вот эта энергия, да, вот это в каких энергиях он находится. Он хочет действовать, он хочет тебе понравиться, он желает быть в твоих глазах героем. И это очень даже сподвигает его на красивые поступки, на красивые действия в отношении любимой женщины. И да, для такого мужчины все горит пламенем, лишь ты одна, тебя одну, да, спасти и тебя одну держать в руках. Да, этот мужчина считает, что вот такую женщину, как ты, вообще нужно носить на руках. Ты ему очень нравишься. И поверьте, этот мужчина уже очень много о вас знает, он вами интересуется. И с одной стороны я вижу, что от вас может быть скрыты его чувства, но с другой стороны, вот вы знаете, мужчина прям готов изменить ситуацию в моменте. Вот какая-то вот все-таки к встрече с тобой, он как будто бы готовится, этот человек, да, то есть если он знает, что вы будете там, он старается выглядеть лучше. Вы даже можете заметить какое-то изменение в мужчине, да, вот ходил, одевался как все, а сейчас вот как-то старается выглядеть хорошо, одевает какие-то красивые вещи, да, то, как нравится вам, где-то в желании получить от вас вот некое внимание. Но вы знаете, здесь будут действия. Действительно, я бы сказала, что вы буквально захлопнули дверь для других женщин. Вы как-то сконцентрировали на себе его внимание. И вы знаете, это из тех мужчин, которые оценят харизму женщины, шарм, вот эту внутреннюю энергию. Вообще, я бы сказала, что этот мужчина готов вас носить на руках. Хорошо, еще, что нам покажут об этом человеке? У вас с этим мужчиной скоро будет встреча. И вы знаете, это такой момент, вы спешите открыть дверь. Очень вероятно, что это будет какое-то свидание, когда он за вами будет, заедет за вами, или же пожелает вас как-то подвезти домой, да, но вот такой вот момент, что вы как будто бы к нему спешите навстречу. То есть в скором времени у вас будет встреча с этим мужчиной. Вполне вероятно, что это прям вечерняя пора, и вы такая вот нарядная, да, в платье.
То есть я бы сказала, что этот мужчина произведет на вас впечатление нужное. И где-то вы сами будете спешить к нему навстречу, да? Будет у вас назначена встреча, назначено свидание будет с этим человеком. Еще, что о нем покажут? Вы знаете, несмотря на то, что вы этого человека, вероятно, знаете, и есть такой момент, что есть со стороны какая-то женщина, которая тоже в нем заинтересована. Мужчина интересный, хорош собой, в силе, в энергии, да, такой вот активный. И это хорошо, что на него тоже обращают вот женщины внимание, да, то есть это такой завидный мужчина, я бы даже так сказала, то есть с ним можно строить отношения, строить серьезные, красивые отношения, и действительно женщины другие тоже обращают на него внимание, но он вот прямо-таки вышел отшельником, то есть вполне вероятно, что какие-то перемены в жизни так или иначе привели его к тому, что он свободен. Что он вот свободен, и он как-то вот ищет путь к тебе, и очень обдумывает прямо каждый вот свой шаг, каждое свое слово, чтобы произвести на тебя впечатление. Очень-то ему интересно. Но также эта карта показывает, что да, этот мужчина может быть в интересе другой женщины. Да, такая вот, но вы для него вне конкуренции. Но такая ситуация очень вероятна. Да, этот мужчина, он хочет с тобой поговорить, как-то в нем что-то клокочет. И где-то, возможно, он немножечко как-то вот злится. Возможно, какое-то вот желание привлечь тебя, а не получается. А не получается почему? Потому что вы на некое показное, вы не очень реагируете, да? Вам нужны прям конкретные действия, чтобы не было, да, нет, вот каких-то сомнений. Вы такой вот человек конкретный, то есть вам не хочется догадываться, вы хотите правду видеть, истину видеть. И потому какие-то, возможно, шаги на сегодняшний день для вас недостаточно со стороны этого мужчины, но у вас будет перемена, будет изменение, потому что этот мужчина действительно ищет возможности, ищет слова, чтобы вот, да, активно проявляться и действительно пригласить вас, возможно, куда-то, да, на какую-то романтичную встречу. Хорошо, смотрим дальше. Итак, этот мужчина, что он о вас думает сейчас? Что он о вас думает, этот мужчина? Что думает? Но я вам скажу так, очень вероятно, что этот мужчина, он или часто за рулем, возможно, он своим транспортом как-то передвигается, думает о вас, что вы императрица, выше всяких похвал, прекрасная женщина, прекраснее всех, то есть с вами конкурировать не может никто. И у него действительно на вас планы. Здесь есть момент, он боится упустить момент, то есть он считает, что сейчас оптимально хорошее время к тебе проявиться. И он очень бы не хотел момент упустить. Более того, колесница показывает и скорое время, скорость, активность движения. Мужчина хочет к тебе проявиться. Как и здесь проходит, как быстрое приглашение на встречу, на свидание, да, и вы как-то будете спешить вечерней порой открыть ему дверь или спешить к нему навстречу будете. Так и здесь идет момент, что мужчина опасается упустить тебя, потому что действительно на сегодняшний день это такой момент, возможно, когда очень скоро может произойти абсолютно все. Но и в то же время, очень скоро, он может тебя упустить. Да? То есть у него может появиться какой-то конкретный конкурент, более активный, более сильный, более прогрессивный. Да? Вот такой вот какой-то человек, который буквально перейдет ему дорогу. И у него сейчас вот такой момент, когда он действительно может ухватить свою птицу счастья, да, и когда у него прямо с вами может все очень даже получиться. Но он понимает, что вот это у него как не очень так и времени есть. То есть нужно действовать в моменте здесь и сейчас. И вот эта карта колесницы показывает, чтобы ты не умчалась куда-то, да, в новое, счастливое и без него. То есть нужно действовать в моменте здесь и сейчас. Так или иначе, вижу, что этот мужчина как-то вот часто за рулем. И может быть такой вот момент, что он как-то или вас подвезет, да, после работы, уже вот такое время, когда часто идут дожди, когда часто какая-то непогода. И под этим предлогом этот мужчина может как-то пожелать, да, давай я тебя подвезу, давай я тебя как-то вот поддержу, давай я как-то тебе помогу, да, то есть этот мужчина будет стремиться всячески быть вам полезным. Ну, вообще, что он думает о вас? Ты прекрасна, ты шикарна, ты роскошная женщина. И вы знаете, что он понял? Вы из тех женщин, по направлению к которым нужно сделать 10 шагов,
чтобы она хотя бы обратила на тебя внимание. Вы не из тех, кто вешается на шею, вы не из тех женщин, которые как-то спешат с выводами, да, то есть вы уже на троне, вы уже заняли свое место, свою позицию, и вы не очень так спешите соглашаться на что-то меньшее, да, спускаться на ступенечку вниз, чтобы там кого-то подтянуть. Вы все-таки очень даже знаете, что вы выше всяких похвал, и что вам нужен сильный, мощный человек. Вы женщина для серьезных отношений, для серьезных, для красивых. Вы такая вот женщина, которая уважающая себя. Вы женщина, которая себя уважает. И это, конечно, создает такую благородную энергию. Мужчина о вас очень-очень хорошего мнения, прекрасного мнения о вас. Давайте мы посмотрим еще, что думает о вас этот мужчина сейчас. Что он думает о вас, этот мужчина? Он думает, что чувства его изменились, что из какой-то такой легкой влюбленности, да, чувства его укрепились, чувства его стали сильнее. И, вероятно, даже и мнение о вас изменилось. Очень может быть, что раньше, когда он только вас узнал, только с вами познакомился, он считал вас такой вот милашкой, да, очень обаятельной, хорошенькой такой щебетушкой, такой вот девушкой-куколкой. Сейчас же он видит в тебе вот эту императрицу, женщину, которую можно и нужно любить вечно. Вот мнение его о вас изменилось, да. Возможно, этот человек считает, что вы пока что к нему холодны, что вы пока что не открылись к нему как любящая женщина. Потому что за это нужно бороться, да, потому что этот шанс нужно натоптать, как бы к тебе нужно дорожку натоптать, к тебе нужно правильные слова подобрать, но ты очень нужна, ты безумно нужна. И очень вероятно где-то умеешь и разозлить, да. То есть есть моменты притяжения, интереса такого мужского по отношению к вам, но и вместе с тем есть вот некий такой момент, знаете, это вот всем нравлюсь, тебе не нравлюсь. Вот для всех я хорош, а вот ты вот из тех женщин, которым нужно вот действительно как-то впечатлять тебя, работать над собой надо, да. Вот такой вот момент. Сильное очень притяжение, я вижу, что оно растет. Оно укрепляется, и некая влюбленность уже пересла в разряд реальных чувств, реальной любви. И да, возможно, этот человек считает, что в жизни его было много побед, а ты почему-то вот как-то пока что не поддаешься на его очарование. Но это еще и еще раз убеждает его, да, что он вот как-то... Вот ты именно та, которая ему нужна, да, потому что к тебе нужно натаптывать дорогу. И пока он вот эту дорожку натаптывает, пока он с тобой связь налаживает, этот мужчина в тебя серьезно, очень серьезно влюбляется. Вот так вот. Это говорит о том, что вы выбрали правильную стратегию, правильную. И вот этот момент, я не хочу догадываться, я хочу точно знать. Я хочу знать правду, я хочу знать истину, я хочу видеть чувства мужчины. Это дает свой результат. Итак, смотрим дальше. Этот мужчина, его эмоции по отношению к вам, его желания, да, и вообще, что с ним происходит из-за вас. Ох ты, десяточка жезлов. Тяжело себя сдерживать, когда вы рядом. Тяжело не выдавать своих чувств. Нужна, очень хочется тебя удержать. Какого-то общения с тобой уже мало, но как-то сблизиться с тобой не так легко, как ему казалось. Девочки, а он вот прямо хочет отношений. Вообще здесь такая жезловая огненная энергия, то есть очень такой вот интерес к вам как к женщине, безумный, безудержный просто. Считает вас очень красивой, женщиной, которая в его фантазиях, которая вообще вот сейчас у него буквально в голове. И вы знаете, очень мне проходит, что у вас вот есть какая-то деловая связь. Очень проходит. Потому что вот именно эти, знаете, жезловая энергия, какая-то деловая обстановка офиса. И вот там вы, да, все время как будто бы на виду та женщина, которая сводит с ума. Очень вероятно, что вы с этим человеком достаточно часто встречаетесь. Хорошо, давайте посмотрим.
его самоощущение, когда ты рядом. Вот когда ты рядом проходишь, когда ты рядом, ох, девочки, он хочет знать правду. Кто у тебя на сердце, кто у тебя на душе, кто к тебе сегодня в кабинет заходил, да, какие-то, то есть он держит руку на пульсе, он как-то, да, есть момент, что у меня не так много времени, нужно действовать здесь и сейчас, чтобы ее не упустить. Потому что вот вы знаете, как-то кто-то еще натаптывает, топает возле вас, понимаете, чьи это башмаки там вокруг вас топают, кто там к вам захаживает, да, кто больше какого-то внимания вам уделяет, то есть где-то момент ревности, да, хочу знать правду, ревную эту женщину. И, вероятно, всех мужчин в вашем окружении этот мужчина воспринимает как соперников. То есть ты, возможно, очень классный друг, очень классный сотрудник, но ты мой враг, потому что ты улыбаешься ей, потому что она смеется из твоих шуток, да, то есть вот такой вот момент. Ревность, он ревнует вас, он ревнует, но потому что он влюблен, потому что он видит тебя своей кошечкой, такая прямо в масть, которая очень подходит, которая безумно нравится. И я бы даже сказала, что интонация его голоса меняется, когда ты рядом. Он очень бы хотел тебе сказать о том, о чем молчит. Он очень, знаете, есть вот некий момент романтики, который в нем томится. Да, и вы знаете, да, я бы сказала, что этот мужчина говорит о вас с каким-то своим другом, делится. И вы знаете, они друг другу рассказывают о своих грандиозных планах на будущее, делятся какими-то эмоциями. И в разговорах как-то и о вас говорят. О вас говорят, как о девушке такой вот просто безумно очаровательной, которую еще, да, поискать по всему миру такой красивой не найдешь. Хорошо, давайте посмотрим. Действия от этого мужчины будут? Действия будут? Потому что любовь, морковь, все очень классно. Но давайте посмотрим, а будут ли действия от этого человека? И какие будут действия? Ну, шанса он хочет, за шансом придет, будет натаптывать дорогу к тебе, потому что о тебе мечтает, потому что ты ему очень интересна. И каким-то вот сегодняшним этот человек, не, ну вот знаете, этого мало уже просто. Этого просто уже мало. Этот мужчина о тебе мечтает, думает. Вы знаете, как это вот старший аркан звезда. Будет так, как ты хочешь, так, как ты мечтаешь касаемо этого человека. Ты здесь снизойдешь к нему, дашь ему шанс, вот и будут у вас отношения. Вот как ты повернешь, как ты пожелаешь. Потому что выбор у тебя будет, потому что вот какое-то или новое знакомство, какая-то вот здесь прямо проскальзывал тот момент, что у тебя в скором времени может произойти какое-то изменение, которое может, ну вот так вот сказать, ситуацию перевернуть очень серьезно, очень серьезно. Ну что, вот такой прямо мой человек, да, хорошо и радостно с ним. Но я вижу, что какие-то встречи у вас точно будут. Будет как-то вот натаптывать к тебе дорогу, чтобы растаял снег, да, чтобы растаял лед. В желании, чтобы ты ему как-то доверилась, поверила. В желании как-то тебе помогать, осуществлять твои желания, твои капризы. Ну давайте здесь нужно уточнить, да, потому что вот идет момент, как бы решение за тобой, но действия будут от этого мужчины. Давайте посмотрим, да, колесница. Вот на ближайшее время как-то все определится. По сути, мужчина будет действовать, это точно. По справедливости действия будут у него. И семерочка кубков. Как-то он планирует. Вы знаете, здесь прямо идут карты ближайших событий. То есть будут ли от мужчины действия в ближайшее какое-то время. В ближайшее время все как-то на свои места станет. Но и здесь, да, старший аркан звезда, старший аркан справедливость показывает, что вероятность твоего честного, справедливого решения, вот где правда. Ты определяешь правду, ты определяешь истину. И дашь этому человеку шанс, у вас все очень может получиться. Но и в то же время у тебя будет стоять выбор. И решение не в том, чего хочет он, а решение в том, чего по-настоящему желаешь ты. Вот так вот. Давайте посмотрим. Совет для вас касаемо этого человека. Старший аркан Солнца. Да? Ох, девочки мои дорогие.
все у тебя сложится. В личной жизни у тебя вообще все будет очень-очень хорошо. Но ты действительно на выборе, у тебя будет прекрасное будущее, ты точно будешь в паре, у тебя будет все очень классно. И я вам скажу, что в ближайшее время именно перемены в личной жизни, они грядут. Но выберете ли вы этого мужчины? Он будет очень стараться, но ему предстоит пройти какую-то проверку, ему предстоит пройти момент конкуренции, и победит и достойнейший, и победит тот, кто по-настоящему любит. Вот такой, кого полюбите вы. То есть ему предстоит разжечь огонь твоей любви. И если ему это удастся, он обретет счастье своей жизни. Вот такой вот момент. Решение за вами. Здесь я бы так сказала. Решение за тобой. Потому что то, чего хочет этот мужчина, это очень хорошо. А вот чего хотите вы, да, вот что самое главное. Итак, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, буду очень рада. Обязательно загляните, посмотрите еще какой-то вариант. Возможно, вы там услышите тоже очень даже интересную информацию для вас. Спустя время этот расклад, он актуален всегда и везде, и в любой обстановке, и в любой ситуации. И вы знаете, как-то может немножечко упростить вам задачу в моменте какого-то выбора, в ситуации какого-то нового знакомства, возможно. Так, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Второй вариант. Если вы слышите, что информация резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. В этом раскладе может резонировать несколько вариантов, и спустя время этот расклад для вас тоже будет активным. Итак, второй вариант. Если вы смотрим ведающая. Вы сейчас прямо как на лезвии ножа находитесь. У вас такой вот момент, как бы какой-то как что-то вас зовет из прошлого, какое-то воспоминание, возможно, какой-то человек может из прошлого, да, появиться. Вы женщина желанная, вы привлекаете очень внимание, такая таинственная, интригующая, очень даже очаровательная, умеете пользоваться своей женской магией. И тот мужчина, который вам интересен, который вам нравится, вы прямо умеете найти ключик, подойти. Даже сложным людям как-то не получается вас сломить. Вы очень такой устойчивый человек. Да, по аркану ведающая у вас может быть немножечко такая обманчивая внешность. То есть это момент ухоженной, очень такой лощеной внешности, прекрасного вкуса. И может создаться впечатление, что эта женщина думает лишь о красоте. А здесь стержень очень глубокий, здесь большая душа, здесь очень такое осмысление, здесь поиск истины, здесь такая интуиция. Вы считываете эмоции, вы считываете вообще людей и ситуацию. Очень интересный человек. Вам свойственно в процессе жизни менять деятельность, менять коллектив. Сказать, вы быстро находите свое место среди новых людей. У вас получается в чем-то новом вот достигнуть каких-то определенных результатов. Но когда вы чувствуете, что вот все, я где-то не двигаюсь, не развиваюсь, я где-то остановилась, вы начинаете искать новых каких-то вариантов. Вы начинаете вот двигаться в другую сторону, если вы чувствуете, что это не море, это болото, все, вы начинаете искать других вариантов. Не застреваете в каких-то ситуациях своей жизни. Это может касаться и отношений, и вашей деятельности. То есть чуть вы чувствуете, что вас засасывает какое-то болото, вы ищете чистую воду. Вы как-то можете людей выводить на чистую воду и сами выходить в лучшее для себя. Возможно, именно сейчас находитесь в этом этапе, в этом состоянии, потому что идет момент, что тебя как прошлое зовет, да, что-то из прошлого или кто-то из прошлого. Хочет вернуться или как-то хочет что-то изменить. Возможно, какие-то воспоминания, возможно, какой-то момент, кто-то о вас думает, хочет выйти на связь, тоже может быть. Но вы как-то для себя почему-то вот идет момент, все решили. И даже если будет какой-то разговор с человеком из прошлого, он просто утвердит ваши предыдущие решения.
То есть переломить вот этот момент утраты доверия, его невозможно. Вы не из тех людей, которые танцуют ламбаду на граблях. Вот нет. Если один раз уже обожглась, все, ситуация не повторится. Почему? Все может измениться. Вы даже можете дать шанс, но вот вернуть ваше доверие очень сложно. Вот такой вот момент. Вообще-то скажу, женщина желанная, женщина, которая очень нравится мужчинам, которая умеет себя проявить, блеснуть, очень интересная в разговоре, очень интересна вообще в общении. Возможно, вы интересуетесь искусством, вы красиво двигаетесь, танцуете, у вас хороший голос, то есть у вас очень много вот этих данных, которые нравятся всем мужчинам, да, то есть вот такая женственность в движениях, в поведении, в вашем голосе, такая вот соблазнительность, вот вам все это очень даже свойственно. На сегодняшний день, да, ну вот какое-то вот состояние немножечко такое, как-то в новое хочется, да, вот выход из болота, вот честно. И вы как-то вот даже можете думать, как вот я такая вот, верховная жрица ведающая, как я вот в это болото угодила, да? Как так получилось, что я как-то угодила. Вот вышла карта потери. Очень может быть, что сейчас кто-то сокрушается о том, что вас потерял. А вы держите все в себе. Вы не особо проявляете вот эту эмоцию, что вы страдаете. А наоборот, можете идти вопреки. И кто-то, наблюдая за вами, ждет, что вы будете как-то рыдать, сокрушаться или переживать, да, о каком-то разрыве, наблюдая за вами, видит, что вы наоборот как-то преображаетесь, становитесь краше, интереснее, общаетесь с мужчинами, общаетесь, в общем, с людьми, такая вот открытый к человекообщению, да, и почему-то, знаете, ждали каких-то ваших страданий, а сталкивается с вашей силой, с вашей энергией, с тем, что у вас наоборот как будто бы все улучшается. Вот вы, конечно, боль какую-то в себе держите, но не даете этой боли разрастись, не даете этой боли себя поглотить, а наоборот, просто оставляете ее в прошлом, да, вот какие-то свои переживания. Давайте посмотрим сейчас, на сегодняшний день, кому вы очень нравитесь. Я вам здесь честно скажу, что кто-то из прошлого ревнует безумно, безумно ревнует и безумно как-то сожалеет, что вас упустил. Ну, как бы вы ни расстались, какая бы ситуация острая между вами сейчас не была, вот жаба давит, это точно. Но мы не будем на этом человеке зацикливаться особо, да, посмотрим еще. Кому вы сейчас сильно нравитесь, потому что здесь, знаете, если даже между вами есть какие-то недосказанности, я вам точно скажу, что здесь человек придет еще к вам на разговор, но, возможно, вы уже как-то остыли, да, вот какое-то разочарование в этом мужчине, оно оставило свой след, и вы как-то понемножечку начинаете остывать к нему. И готовы идти в чистое, в новое для себя. Хорошо, давайте мы посмотрим, кому ты очень нравишься сейчас, что тебя связывает с этим человеком. Угу. Вы очень нравитесь как личность. Вы знаете, этот человек даже думает о том, что вы как-то открылись для него. Он приятно удивлен. Он считает, что вы вот такая женщина, у которой очень красивое лицо, во-первых. Вы как-то умеете воспользоваться, возможно, и красивый макияж, и красивая одежда, да. Вы для него такая таинственная, такая вот интересная. И он как будто бы вот все время вас раскрывает и удивляется, вот этот человек. Хорошо, еще покажи нам этого мужчину. Он считает, что ему очень повезло с вами пересечься, встретиться. Он считает, что оценивает свои шансы, этот человек, оценивает свои шансы. Но он вас считывает очень такой, знаете, магнетизмом обладающей женщиной, непростой. Вот прямо-таки считывает вас немножечко ведьмочкой, да, и очень бы этот человек хотел, чтобы ты, не просто испытать свой шанс, но и чтобы ты включилась в эту игру, да, чтобы ты его тянула к себе, соблазняла, чтобы ты, возможно, дала ему какой-то определенный шанс. Но этот человек, он как-то вот буквально думает, что вы очень красивый, и зеркальце, то есть лицо, да, вот как-то лицо, очень красивое лицо, очень ему нравится ваше лицо.
Ну, вы знаете, я бы здесь сказала, что этот человек или желает с вами знакомства, то есть вы можете быть не знакомы с ним. Но он считает, что вот вам по судьбе, и вы не просто так с ним пересеклись. Возможно, это человек, который ждет с вами знакомства, хочет с вами знакомства. Возможно, даже кого-то попросил, чтобы вас познакомить. И у вас в ближайшее время с этим человеком это знакомство может произойти. Потому на сегодняшний день вы можете быть в таком вот состоянии, как будто бы вот вам сейчас в окружении особо так никто и не нравится, да. То есть ваши мысли могут быть еще немножечко, да, зациклены на том, что было, на какой-то конфликтной ситуации с неким мужчиной, да, где-то какая-то обида может вас, и вы можете быть в том состоянии, когда не особо обращаете внимание на мужчин окружающих, не особо вы пока что, возможно, даже можете считать, что не особо готовы к новым отношениям, но это не так. Поверьте, вы очень быстро переключитесь в новые отношения, очень даже вам будет комфортно в новых отношениях. Да, вы будете чувствовать себя красивой, потому что я вижу, что вот для того мужчины, который хочет с вами познакомиться, мужчина близко, мужчина рядом, мужчина, который хочет с вами правильного знакомства, возможно, через правильных людей. И в ближайшее время вы можете с этим человеком познакомиться по деловой сфере, да, кто-то из ваших коллег может вам представить этого мужчину. Это может быть момент встречи, и вы уже пересекались с этим человеком, да, возможно, даже и заочно знакомы, то есть вы можете знать, как его зовут, вы его время от времени видите, но не находитесь с ним в общении. А мужчина очень вами заинтересован, очень заинтересован. Я вам даже хочу сказать, что для кого-то даже может пройти вот какая-то мистика, да, связанная с вами. То есть, возможно, вы ему как-то приснились, очень может быть, и он как-то запомнил, и к чему бы это, да, почему она мне приснилась. Ну, вероятно, вы произвели на него очень яркое впечатление, и как-то вот в подсознании ваш образ буквально застрял, да. И вот он думает, да, вертятся мысли о ней, 7 дней в неделю вертятся мысли. И очень вероятно, вот какое-то вот осознание само, возможно, ваше знакомство, но 3 недели, может быть, или 3 недели, как вы знакомы, или в ближайших 3 недели у вас произойдет знакомство с этим человеком. То есть очень вероятно, что это новый человек. Вы знаете, он считает, что ему повезло вас встретить. И более того, у вас как чудо рождения, у вас как чудесное начало, да, очень перспектива большая с этим человеком, действительно выйти в прекрасные отношения. Там, где вы, как женщина, буквально расцветаете, забывая о каких-то своих вот этих страданиях, да, и вот этих каких-то метарствах, мучениях из прошлого. Ну, давайте мы посмотрим больше этого мужчину, да, что нам о нем расскажет. Почему-то он мне идет прямо каким-то таким конкретным, да, каким-то таким солидным очень мужчиной. Ну, давайте мы посмотрим. Итак, этот мужчина, покажи нам, что о нем расскажут карты. Ух ты, да, мужчине нравитесь. Мужчине нравитесь. Очень даже предполагаю, что это мужчина, который вышел из отношений, да. Да, у вас может быть какое-то пересечение. Пока что вот такого вот общения у вас с этим человеком не вижу, да. Но вы из тех женщин, вы такая, знаете, как вот женщина, которой нет смысла предлагать что-то, вот какую-то мелочь, да, как ставить какие-то условия. Здесь та женщина, которой прям нужно открываться, которой нужно давать больше. И здесь есть желание вам предложить больше. Очень проходит вот ситуация, что мужчина прямо сейчас вот в поиске какого-то решения, в поиске шансов вот проявиться к себе. Но притяжение просто сумасшедшее. Проходит он не человеком, который может быть по отношению к вам немножечко даже и постарше, но очень где-то вот собран, да, имеет и жизненный опыт, и может оценить то, что есть у него в жизни, да, и может женщину увидеть вот в женщине лучшие ее качества. Вот на сегодняшний день прямо как в мыслях его. Вот никто не интересует, только ты. Как-то ты на первом месте вышла для него вот в интересе. Да, возможно, сейчас сложновато как-то к тебе, ну, скажем так, подобраться, да, то есть он ищет какой-то, возможно, даже возможности, да, какого-то случая, чтобы проявиться к тебе, чтобы к тебе проявиться. Вообще, ты в его глазах очень яркая женщина, очень красивая. Вы знаете, почему-то вот идет момент, что вот рядом с тобой забываю обо всем.
забываю обо всем рядом с тобой. Этот мужчина по тебе сохнет. Он по тебе буквально сохнет. Очень нравишься этому человеку. Не похоже на какую-то тайну, да, то есть многое об этом человеке узнаешь в ближайшее время. Вот здесь проходит ситуация 3 недели. Или вы, это новое какое-то вот знакомство, или новые проявления от мужчины, совсем вот как-то недавно он начал проявляться, или в ближайших 3 недели у вас с ним произойдет знакомство. Я вам скажу, что здесь грандиозная, в общем, энергия, грандиозные возможности, очень хорошие начала. Очень хорошее начало у вас с этим человеком. Вот хочу еще вот эту колоду посмотреть. Он мне почему-то вот таким рисковым проходит человеком. Серьезным, рисковым, статусным. Очень интересный мужчина. Покажи нам его, какой он. Ох, хочет с вами разговора. Хочет с вами разговора. Очень вот вы нравитесь в этом мужчине прямо безумно. Вы для него прямо как подсвечены, да, то есть он вас видит в толпе, множество женщин, он видит тебя одну. Вот для него ты самая-самая красивая, и он видит в тебе вот этот талант, возможно, красивый голос, вот такая женственная фигура, женственное вообще поведение, такой женственность, женственное поведение. Ну, вообще-то считает, что ты туз пентаклей, да, то есть ты шанс. Ты вот шанс с такой женщиной, как ты, как бы жизнь не повернула, все будет отлично. Такая вот, знаете, прекрасная спутница по жизни. Прекрасная. Вы знаете, я бы здесь даже сказала, что этот мужчина, смотря на вас, думает, как вообще такую женщину можно было упустить. Да, как вот такую женщину можно было упустить, потерять, да, вот я себе не прощу, если такое случится, я себе не прощу. Да, этот мужчина понимает, что, возможно, заслужить ваше внимание, привлечь вас будет не так просто, потому что за вот этой красотой, за вот этой миловидностью очень сильный характер, да, но он, вот знаете, его ничего не остановит, ни гроза, ни плохая погода, ни какие-то препятствия, ни даже соперники его не остановят. Это тот мужчина, который будет двигаться к тебе и очень даже желает тебя заякорить. Но вы знаете, в нем есть моменты влюбленности, и он такой вот почему-то не идет вот прямо серьезный, возможно, у него и есть такая вот ресурсность в нем. И он как-то вот желает, вот я буду тебя защищать, я буду тебя укрывать, да, буквально от дождя. И ты в каком-то моменте поймешь, что я так, что вот такая моя любовь. У него очень щедрая любовь. То есть этот мужчина щедр очень к той женщине, которую он любит. И я вижу, что эта любовь, она просыпается к вам, очень заботливый. И очень такой вот человек, который действительно свою любимую женщину балует. И защищает, и балует. Но очень интересный человек. Почему-то он мне проходит таким вот рисковым, да, человеком, который решает серьезные задачи, серьезные вопросы. Воинственный немножечко. И смельчак вообще-то по духу своему. Так или иначе, в окружении мужчин он, знаете, как выступает как некий вожак стаи. То есть его мужчины слушают, к нему прислушиваются. Но вы знаете, как-то он давненько таких чувств не испытывал. Возможно, от вас вся эта история еще скрыта, но вы будете очень удивлены, потому что вот здесь подсказка. Вот здесь подсказка. Мужчина этот, он предложит тебе больше. И вы знаете, какая-то вот как по тузу мечей. Решения насчет тебя приняты, проявления будут очень резкими, и очень быстро для тебя все вот это проявится. И где-то о своем каких-то разочарованиях ты даже вспоминать не будешь, потому что тебя захватят такие события интересные, ты будешь просто удивлена. Ну вот так вот. Что ж, давайте посмотрим дальше. Я вам скажу так, этот мужчина может быть среднего роста, проходит мне человек прям такой созревший, то есть может быть старше вас. Но для кого-то может пройти и вашего возраста, и немножечко помоложе, просто обстоятельства, жизнь, характер. И вы человек вот такой. Иногда и 40 лет мальчишка мальчишкой. А иногда мужчина молодой, да, может быть достаточно созревшим, достаточно серьезным, да, и очень даже ответственным. В любом случае, я вам скажу, рядом с ним будете чувствовать себя, ну, просто королевой. Хорошо, давайте посмотрим. Вот этот мужчина, он явно уже вас видел. Давайте посмотрим, что он о вас думает.
Ох, ох, это просто женщина, она сводит меня с ума. Насколько вы прекрасны, насколько вы шикарны. Возможно, этот мужчина где-то вас видел, вы сидите, да, или вы как-то заняты какими-то своими делами. И просто, ну это такая красота, которую не спрячешь. В чем бы вы ни были одеты, вы в удобных кроссовках или вы в вечернем платье, вы королева по духу своему. Шикарная, гордая, элегантная женщина. Очень-очень хороша собой. Да, этот мужчина, он как-то вот сейчас, да, как будто бы вот ты только появилась на его горизонте, в его мыслях, в его чувствах. Или вот он хочет с тобой знакомства, да. Почему-то вот идет момент, что ты как не говоришь со мной сейчас, да. То есть ты как бы сейчас... Мне как хочется с тобой разговора. Мужчине хочется с вами разговора. Да, он ищет к тебе дорожку, он ищет возможности с тобой как-то красиво познакомиться, возможно, познакомиться через человека, которому ты доверяешь, веришь, да, чтобы ты как-то была расположена больше к нему, потому что, вы знаете, настрой очень серьезный, настрой очень даже хороший. Но я вижу здесь, что этот мужчина где-то вас увидел и просто потерял покой, да, то есть он сейчас буквально... Но вот по вечерам много думает, и где-то такое вот бессонное, тревожное состояние у него, он прокручивает в своей голове какие-то шаги, да, возможности, но вот как-то прямо застряло в голове. И да, это какой-то фрагмент, момент, где-то он тебя увидел, и вот все время вот этот кадр, да, у него буквально перед глазами. Вы его впечатлили, вы ему очень сильно понравились, этому мужчине. Я вам скажу, что, возможно, для вас это уже не секрет, да, потому что я вижу, что, возможно, знакомство уже произошло, или знакомство будет вот в ближайшее время. И очень вероятно, что вас просто как представят друг другу, да, то есть и представит какой-то человек, через которого вы можете поинтересоваться жизнью этого мужчины, да, что у него там происходит. Почему-то вот как момент этот человек, он заинтересован в том, чтобы ты знала о нем побольше, чтобы ты открылась, доверилась, чтобы ты понимала, что он очень даже готов к некому развитию отношений с тобой. Еще, что этот мужчина думает о вас? Вот прямо как решение принято, да, на активные действия. Да, на активные действия. И этот мужчина очень даже вот прямо по вечерам желает некой романтики, какого-то вот, знаете, как желание написать вам, пригласить вас куда-то на романтичный ужин. У вас будет свидание с этим мужчиной. Я вижу, что вот некий шанс вы все-таки ему дадите. И хорошо, вот здесь прямо хочу спросить, как свидание пройдет на туз пентаклей. То есть очень хорошо. Но я хочу отметить, что вы женщина такая таинственная, да? Вы очень к себе прислушиваетесь. И для кого-то даже может пройти, несмотря на то, что и свидание будет, и пройдет оно очень хорошо. Но это еще ни о чем не говорит, да? То есть вы как-то будете прислушиваться к себе, что чувствуете вы, наполнение какое-то, вот чувствуете себя прекрасной, как-то взволнованной, веселой, да, или какое-то опустошение. Почему-то вы как-то будете, да, я прислушаюсь к себе. Несмотря на то, что свидание произойдет очень хорошо, вы как-то будете думать, вот как на утро, как я себя буду чувствовать утром. Вот как ответ будете искать в себе. Хорошо, еще. Ну, вы знаете, как-то вот завертят эти отношения вас, закрутят. Вам будет приятно быть, ну вот прямо знаете, как туз пентаклей, колесо фортуны, очень хорошо. Очень хорошо. Где-то этот мужчина прямо окружит вас своим вниманием, любовью, ухаживаниями, нежными словами. Как-то вы себя будете чувствовать в центре определенных событий, будете чувствовать себя очень хорошо рядом с этим человеком. Хорошо, сейчас, вот что в моменте мужчина думает о вас. Какая хорошенькая девочка, какая просто безумно милая женщина. Ну, то есть вы ему сильно нравитесь. Такой вот интересный прямо человек. Хочется с вами поговорить, но в общем этот мужчина видит вас хозяйкой жизни, да. То есть эта женщина дурного к себе не подпускает. И в общем, да, как-то вот глупых мужчин умеет отсекать. Такая немножечко сложная, да, на высоте. Все-таки золотое яблочко женщина. Такое золотое яблочко. Такую женщину хочется вот прямо, знаете, как-то обнимать, да.
Вот здесь, конечно, я вижу, что мужчина очень даже желает с вами общения, очень хотел бы с вами общения этот человек. Но в глазах его вы просто шикарная женщина, роскошная. Роскошная женщина. Вы знаете, а он ведь и давненько в поиске, этот мужчина. Давненько он в поиске, давненько он, знаете, как-то почему-то как не избалован любовью, не избалован этот человек. Ну, потому что истину ищет, да, и вот она победительница. Вот вас он долго искал, этот мужчина. Этот мужчина вас долго искал в жизни своей. И, возможно, даже думает, нужно спешить, нужно насладиться каждым моментом и нужно спешить в проявлениях к вам. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим этот мужчина, его эмоции в отношении вас. Ох ты, двойка кубков. Очень понравилось. Как-то хочется взаимности прямо с вашей стороны. Он понимает, что на вас очень даже обращает мужчины внимание. Как-то обращает. А вы и не особо обольщаетесь почему-то, да? Возможно, он где-то вас видел, возможно, даже как-то в окружении, когда вы проходили рядом, мужчина буквально оборачивается, да, и он это видит, он замечает. Мужчины на вас очень реагируют, как на красивую женщину, которая оставляет после себя, как и аромат, энергия, да, такое вот приятное послевкусие, когда хочется обернуться, да, когда хочется уловить вот энергию этой женщины. Притягиваете очень сильно. Но вы знаете, почему-то он сокрушается, что он где-то какую-то возможность упустил. Возможно, был уже очень близко и был уже в какая-то была возможность с вами поговорить, но где-то что-то пошло не по плану, где-то что-то, оборвалось, и он себя сейчас корит, да, нужно было быть смелее, нужно было проявиться активней, почему-то он как-то, знаете, думает сейчас, что где-то он какой-то шанс упустил. Но вообще это желает взаимности, давайте мы посмотрим еще, да, была возможность с вами пообщаться, где-то он был совсем рядом, этот человек. И где-то вот как упустил, возможно, у вас был уже какой-то разговор с этим человеком, а он упустил возможность, не взял ваш номер телефона. И сейчас думает о том, а надо было. А надо было, потому что просто из сердца не выходит эта девушка. Вот думаю о ней, и все, как-то она меня прям зацепила очень сильно. Хорошо, этот мужчина, когда ты рядом, вот идет момент, что где-то уже было у вас пересечение с этим человеком, или вот в ближайшее время еще будет, да, давайте посмотрим. Когда ты рядом, как этот мужчина себя чувствует? Ой, вы знаете, как-то хочется показать, что он руководит людьми, да, что его слушаются люди, что к нему прислушиваются мужчины, что он авторитетный, что он классный, что он он что-то умеет, что-то знает, что возможно, у этого мужчины даже свое дело, очень может быть, или он, в общем, такой вот руководитель. Угу. Как он реагирует? Он на вас реагирует как влюбленный мужчина. Этот влюбленный мужчина, он хочет как-то вам показать, что он вот такой статусный, что он такой вот, да, руководит какими-то людьми, что он умеет собрать вот как-то историю, ситуацию. Вообще как-то хочется ему проявить свои таланты, но в общем, когда он вас видит, это просто король кубков. И после какой-то встречи, где-то он с вами пересекался, где-то он вас уже видел, ему прям нужно успокоиться, да? После встречи с вами просто нужно успокоиться, потому что рой мыслей, сердце просто стучит, и какая-то и радость, какое-то немножечко расстроенное чувство, потому что упустил момент. Но в принципе он реагирует на вас как влюбленный мужчина, и он это понимает, что он в вас влюбился. И да, возможно, чувствует себя как-то нелепо, да, потому что вот как-то не знает, как действовать, что сказать. Это момент, как влюбленный человек, как влюбленный мужчина действует. Хочется показать себе всего и сразу, да, показать все, что умею, все, что могу, и рассказать все свои лучшие качества. Но вот когда женщина нравится, мужчины так немножечко нелепо себя ведут. Вот так он себя чувствует. Вот такой уверенный, такой умный, сосредоточенный человек, но который, возможно, не может сдержать свою улыбку, да, он просто расплывается в улыбке, когда он тебя видит.
И это, возможно, единственный момент в день, когда он улыбнулся вообще, да, потому что он все время такой сосредоточенный, возможно, даже руководит людьми, да, здесь нужно держать марку, здесь нужно держать лицо, здесь нужно решать какие-то важные вопросы, но когда встречает тебя, у него просто душа, да, разворачивается и сворачивается, и он буквально расплывается в улыбке, потому что, ну, настолько красивая женщина для него, ну, просто само очарование. Ну, хорошо, давайте посмотрим дальше, давайте посмотрим действия от этого мужчины, да, какими будут действия от этого человека. Во-первых, король кубков, да, действия будут. Девочки, все будет отлично, действие будет, знакомство произойдет, какой-то решающий шаг будет от этого человека. Действительно, старший аркан влюбленный, он показывает момент выбора, но этот мужчина тебя уже выбрал. И в ближайшее время личная жизнь тебя прямо порадует вас личная жизнь. Резкая перемена в личной жизни. И этот мужчина, он способен тебя окружить любовью, заботой, красотой, какими-то подарочками, приятными впечатлениями. И в общем, да, кружить вокруг тебя и вообще какие-то события вокруг тебя создавать прекрасные. И встреча у вас, знаете, прямо по судьбе вам идет. И очень даже как-то фартовая встреча по судьбе, не просто так. И будет, как, знаете, опять и опять. Опять и опять судьба будет давать шанс, опять и опять судьба будет открывать дверь. Но вы знаете, вам суждено с этим человеком прожить определенно свою историю любви. И как-то, даже если вы сейчас едете в другой город, в другую страну, еще что-то, вы все равно с этим человеком встретитесь. Вы все равно с ним встретитесь, вы все равно у вас произойдет какое-то обновление общения, да, в новом этапе, в новом витке, потому что этот человек дан вам для некого нового вообще витка в вашей жизни. Хорошо, совет для вас. Совет для вас, Иерофант, девочки, это вам не шутки. Это Иерофант, это момент, пришло твое время, и этого человека буквально ведут к тебе высшие силы. Да, и здесь мне прямо проходила по судьбе эта встреча, по судьбе это знакомство. И, возможно, еще не открыты все карты, да, что-то еще спрятано, что-то еще не реализовано. Но, в общем, вам идет момент какого-то обновления в личной жизни, и этого мужчину тянет к вам не только страсть, но и высшие силы ведут этого человека для некого обновления в вашей судьбе и в вашей жизни. Но я вам скажу, да, этот мужчина может осчастливить, может окружить свою любимую женщину красотой, любовью, подарками, настоящим женским счастьем. Вот такой вот у нас второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пусть лучшее из этого расклада исполнится в вашей жизни. А мы будем продолжать и посмотрим дальше. Посмотрим третий вариант. Итак, давайте посмотрим. В этом раскладе может срезонировать и несколько вариантов, потому выбирайте, смотрите. Если этот расклад встретился вам где-то спустя какое-то определенное время, это для вас знак, что какие-то изменения по личной жизни грядут к вам, спешат к вам. Итак, третий вариант. Если вы слышите, что информация резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант, другое видео. В этом раскладе может срезонировать и несколько вариантов. И я надеюсь, что ваше подсознание ухватит свои подсказочки, и даже спустя какое-то время какие-то фрагменты, фразы из этого расклада натолкнут вам на то, что момент пришел, да, и некие события, вот они. Итак, давайте посмотрим. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. О, здесь хозяйка жизни. Здесь буквально хозяйка жизни. Где-то на сегодняшний день прямо ступаете по земле. Предельно реалистичная женщина. Где-то действительно чего-то достигли, определенные есть результаты, успехи. В ближайшее время вам может пойти финансовая сторона жизни очень хорошо, могут пойти деньги вам быстро, активно. Здесь человек, который привык в своей жизни принимать решения сам. Возможно, это связано с некими событиями в вашей жизни, не очень простыми, не очень легкими. С другой стороны, это некая ваша креативность. У вас столько энергии, столько силы,
лишь крупица проявлена, да, то есть у вас очень много, большой ресурс внутренний для большего, для лучшего. Вообще это прекрасная энергия для женщины руководящей, для женщины, которая идет к успеху. У вас вообще такая реализация в ближайшее время, и финансовая сторона жизни прямо, ну вот, денежка будет вам идти. Хороший заработок, деньги будут приходить, возможно, не с одного источника доходов, какой-то дополнительный источник доходов в виде подарков, в виде каких-то денег просто, которые неожиданные, возможно, для вас в ближайшее время. Вот такая вот энергия. По сути, вы такой вот человек, которому, несмотря на это, у вас очень такой большой творческий потенциал. Вы не любите, когда вас в чем-то ограничивает. Вы не любите, возможно, придерживаться каких-то правил. Вам нужна свобода. Вы такая женщина гордая. Вы женщина, которая может из отношений выходить любя. Вы женщина, которая, в принципе, очень к себе прислушивается, но и в то же время очень стабильный человек. Вот, если вы любите, это уже такое чувство очень сильное, стабильное и надолго, да, то есть вы понимаете, возможно, даже на сегодняшний день опасаетесь влюбиться не в того, как-то застрять в каких-то отношениях, потому что, понимаете, в силу своего характера очень долго выходите из вот этих ковыряний в себе, потому что привыкли работать над ошибками, потому что привыкли исправлять какие-то недочеты, да, то есть все время в какой-то вот внутренняя работа происходит. Женщина с прекрасным вкусом, женщина, которой такой вот особенный стиль. Очень хорошо можете быть проявлены в плане украшать других людей. И даже индустрия красоты, даже что-то красивое, даже что-то, знаете, такое связанное с творчеством, вы из всего можете получить выгоду. То есть вам могут платить за то, что вы делаете с большим-большим удовольствием. То есть вы очень хорошо можете быть проявлены в сфере стиля, одежды, продавать одежду или одевать людей. Ну вот как-то что-то связанное с красотой. Это может быть даже и медицина, но вы все равно делаете людей краше, лучше. И за это получаете деньги. То есть вы некий свой талант, да, конвертируете в материальные блага. И в ближайшее время вам очень хорошо пойдут деньги. Ваш талант, он прямо даст результат материальный. Здесь хочу сказать, вот стабильный человек, вот такой вот стабильный, вы любите стабильность. К чему-то новому можете очень так подозрительно присматриваться, долго присматриваться, не очень так спешите впускать в свое пространство людей новых. Но и с другой стороны, как-то вам хочется вот обновления какого-то, да, где-то что-то нужно обновление. Почему-то мне идет, что вам какая-то дорога идет. Ну, давайте мы убедимся в картах, почему-то мне идет какая-то, или планируете какую-то дорогу путешествия, почему-то вам хочется новых впечатлений. Вы такой стабильный человек, умеете окружать себя красотой, комфортом, у вас какой-то вот дом прямо наполнен такой защитной энергией, возможно, вы какие-то благовония зажигаете, возможно, какие-то заговоры, возможно, какая-то, в общем, защита стоит на вашем доме, какой-то вот прямо комфорт чувствуется. Мужчины на вас смотрят, как волчары. Очень вкусная девочка, очень хорошенькая. Хорошо, давайте посмотрим. Почему-то мне идет как какое-то путешествие для вас. Или вы планируете, или вам идет какая-то дорога. По справедливости очень может быть. Очень может быть такая дорога. Вам прямо взаимная любовь спешит, да, идет взаимная любовь. Взаимная любовь. Возможно, мужчина спешит к тебе для взаимной любви, где-то издалека какой-то человек. Ждете, возможно. У вас, может быть, на расстоянии отношения какие-то завязались, и вы не очень так обольщаетесь, и, возможно, есть какие-то препятствия, моменты в силу расстояния, но прямо мне идет как дорога, и я спрашиваю, дорога какая-то? Да, по справедливости дорога, которая вот как откроет правду, истину о любви взаимной. И это как будто бы к твоему порогу, к тебе. То есть, возможно, не только вы поедете, возможно, к вам идет вот некий мужчина, да, по судьбе, для того, чтобы прояснить ситуацию в любви.
Ну вот смотрите, у кого на расстоянии отношения, у вас идет момент существенного улучшения в этих отношениях. Там, где вы даже поддаете сомнению, потому что завязалось что-то на расстоянии отношения, или сейчас вы на расстоянии, но у вас идет прояснение очень. Вот прямо идет момент, что мужчина едет к тебе, преодолевает какую-то дистанцию, едет к тебе для того, чтобы объясниться касаемо любви. И вот сказать, к тебе прямо едет этот человек. А почему мысли о тебе в петле буквально повторяется, не может себя из своих мыслей выбросить. Тяжело ему вдали от тебя, тяжело этому человеку без тебя в общем. Он как в терновнике каком-то, да, то есть не хорошо, только рядом с тобой хорошо, только рядом с тобой мне приятно. То есть третий вариант, смотрите. Очень проходит момент, что к вам спешит какой-то мужчина с объяснениями. Возможно, вы в отношениях уже сейчас, возможно, это какое-то начало, возможно, но этот мужчина, он перебивает всех. Он, кто бы о тебе не думал, сколько бы мужчин не были тобой очарованы, именно этот мужчина, он как-то доминирует сейчас в мыслях о тебе. Он очень много думает о тебе. Хорошо, а давайте вот спросим, вот с этим мужчиной, что у вас сейчас с этим человеком? Что у вас сейчас? Что у вас сейчас? Печаль какая-то, тебя сильно не хватает, сердце болит, и как-то хочется какой-то награды, твоя любовь это награда, без тебя очень плохо. Но мне проходит, да, очень сильное притяжение, хочется тебя увидеть, но очень проходит, что вы на расстоянии с этим мужчиной. Третий вариант, на расстоянии с мужчиной. Мужчина на расстоянии, который о тебе очень много думает. И я вижу, что у вас с этим человеком есть перспектива, хоть вы можете поддавать сомнению в силу обстоятельств, что вот вы на расстоянии. Далеко, насколько это реально, какие-то видите сложности, какие-то видите нюансы, моменты, не особо видите, как построить вот это будущее вместе, да, как оно там будет вместе. Хорошо, ну давайте здесь подсказку возьмем, а как оно там будет вместе вам, а как оно все разрешится? Как оно все разрешится. Вот ты пишешь ему, он тебе. Где-то этому человеку этого мало, потому что сильно ревнует. Вот он как бы вдали, ему не хватает твоего тепла, твоей любви, но он также и понимает, что в твоем окружении множество мужчин, и он ревнует тебя. Боится очень тебя потерять. Да, и как-то недоволен ситуацией. Ну, девочки, смотрите, да, потому что любит этот мужчина тебя. Любит, и ты для него женщина, которой он мечтает, которую он желает, которая для него буквально искушение. Лучше тебя женщины нет. И как-то вот стремление, желание все изменить. И он даже думает, ну почему так? Почему? Ты какая-то особенная, ты очаровательная, ты меня буквально притянула к себе. Такой, как ты, больше нет на земле. Где бы я ни был, я держу к тебе путь. Какая бы ни была ситуация, я держу к тебе путь. Как ваша ситуация разрешится? Давайте посмотрим, как ситуация разрешится. Будет ли объединение у вас с этим мужчиной? Я прямо напрямую буду спрашивать. Да, будет. Это судьба. Ваши ниточки, они буквально связаны, и вы с этим человеком будете. Вы будете простраивать свое будущее. Я вижу, что у кого-то это может быть связано даже с каким-то переездом. Возможно, даже на сегодняшний день вы не очень готовы и не очень хотите этого переезда, но ситуация изменится. Этот мужчина вам предложит условия очень комфортные, лучше, чем у вас сейчас, лучшую ситуацию, чем сейчас. И очень мне проходит, что у вас может быть какой-то переезд вообще-то даже в другую страну. Вот так вот. Вот так вот. Даже где-то вы, возможно, вместе с этим человеком куда-то поедете, а возможно, эта ситуация как-то, возможно, этот человек сейчас уже где-то за границей. Но очень мне проходит какая-то прям дорога вам стелится. Там, где ты будешь очень счастлива, там, где ты будешь очень реализована. Возможно, даже где-то на новом месте вы сможете свое какое-то дело маленькое или растущее, да, такое, вот что-то вы сможете реализовать, то, что сейчас крутится в ваших мыслях. Давайте посмотрим все же. На сегодняшний день, кому вы очень нравитесь? Кому вы очень нравитесь? Ну, вы знаете, нравитесь очень человеку, с которым вы сейчас в разлуке, но с которым у вас очень большая перспектива.
Да, как на расстоянии с этим человеком. Возможно, у кого-то даже между вами океан. Или это момент, вот эта тоска, да, и любовь. Ее так много. Вот прямо как нравитесь очень человеку, с которым вы на расстоянии. Вот прямо мне проходило, что сколько бы ни было мужчин вокруг вас, сколько бы ни было заинтересован, вот этот мужчина, с которым вы, по сути, сейчас начинаете отношения или, возможно, находитесь в отношениях, вот у него самые сильные чувства к вам. И знаете, какая-то вот момент, для вас почему-то все непонятно пока что, все неясно. Но есть какой-то путь тебе, какая-то дорога тебе есть. Общая дорога с этим человеком. Почему-то как переезд вам какой-то идет. Все, мне третий вариант идет переезд. И вы знаете, вы не как-то вы сейчас можете думать, что вы так хорошо устроены, все у вас так классно, ладно. Поверьте, на новом месте будет еще лучше. У вас очень большие перспективы на новом месте с этим мужчиной. Да, вам прямо идет дорога. Человек, который от тебя сейчас далеко, но который о тебе думает все время, и мысли его просто прекрасные насчет тебя. У вас будет какое-то развитие. Я вижу, или мужчина к вам приедет, или вы как-то к нему поедете на какие-то выходные, на праздники, на какое-то определенное время. Но этого будет мало. Вы так или иначе с этим человеком идете в объединение. И да, вокруг вас кружит внимание каких-то других мужчин, но оно не сравнится, буквально, оно просто не сравнится с тем, что чувствует к вам вот этот мужчина, на который сейчас на расстоянии. У вас с ним как будто бы дорога какая-то общая идет, и это не просто дорога в другой город, это дорога в другую жизнь, в очень такую богатую, красивую, счастливую жизнь. Ну давайте я вот возьму здесь еще, да, потому что вот этот мужчина, он нам буквально перекрывает путь всем мужчинам. Давайте посмотрим. А еще кто-то есть у вас в окружении, кому вы нравитесь? Давайте посмотрим. Если кто-то еще. Ну, вы знаете, кто бы ни был, у него как подрезаны крылья. Вот, кто бы ни симпатизировал вам, у него как подрезаны крылья, потому что в ваших мыслях уже есть человек, от которого вы ждете письма, ждете сообщения, ждете какой-то встречи с этим человеком. То есть я вижу, что у вас есть партнер. Партнер, мужчина, с которым вы, возможно, сейчас на расстоянии, с которым у вас какие-то дальновидные планы, и они реализуются. Вот так вот. Если нет у вас такого общения, да, если нет, да, есть оно, есть. Есть такое, есть такой человек на расстоянии с вами. Ну и будем смотреть его, ну а что делать, потому что он буквально перекрывает дорогу. Но вы знаете, как-то перекрывает какому-то хитрому человеку. Возможно, в вашем окружении есть какой-то женатый мужчина, да, несвободный парень, который вот не прочь с вами какие-то игры, да, какие-то вот эту историю с двумя стульями сыграть, но вы как-то вот абсолютно чужды к нему, абсолютно чужды. Ждете какого-то сообщения, письма, звонка, да, какого-то времени, вот именно вот с этим человеком, который думает о вас, который очень вас сильно любит. А рядышком есть какой-то такой, знаете, хитрюга, который считает, что у него все схвачено, и он очень даже в силе вас очаровать. Но давайте мы посмотрим больше, да, посмотрим на вот этого хитрюгу. Где-то вам нужно немножечко быть поосторожней с ним. Угу. Вот этот хитрый человек, ну да, вот он такой, вот знаете, такой вот он. Вы почему-то вот идет момент, что в вашем окружении есть какой-то вот такой фокусник, да, тот еще фокусник. И какие-то вот знаки внимания от него вы буквально отбиваете. А это его только разжигает его интерес по отношению к вам. То есть есть какой-то мужчина. А почему вы отбиваете? Вы не верите этому человеку? Потому что для вас все ясно, все понятно. Вы знаете, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Этот человек, он почему-то как чувствуется вами, как мужчина, который тянет из вас энергию. Вот знаете, вот у вас есть вот этот мужчина, который на расстоянии, с которым у вас очень большие перспективы, и есть вот какой-то фокусник, да, вот сейчас в вашем окружении мужчина, который очень хочет с вами какой-то интрижки, романа, да, какого-то флирта. Но я вижу, что вы как-то вот буквально отбиваете какие-то его шаги по отношению к вам, потому что вам буквально все ясно, все видно. Вы знаете, чего вы хотите, а его воспринимаете, да, как человека, который пожирает буквально энергию.
Вы к нему холодноваты. Вы к нему холодноваты и как-то вот, возможно, где-то с кем-то уже отсекли, отрезали, поставили точку с вот этим фокусником. А он все никак не может успокоиться. Да, вот прямо идет момент, что башня у тебя с этим фокусником. Где-то ты с него корону сняла, где-то ты уязвила его самолюбие, возможно, даже как-то его обидела. А это когда подогревает вот его интерес, вот все равно я тебя соблазню, да, вот все равно я тебя очарую, вот все равно какая-то вот как победа будет за мной, потому что только так он вот это свое самолюбие может вернуть, да, вот эту уверенность в себе. А вы буквально от него убегаете, да, он хочет, чтобы ты бежала к нему, а ты бежишь от него. Бежишь в свое новое, в свое счастливое, и, возможно, вообще желаешь покинуть какой-то берег, какое-то вообще, да, место, там, где ты с этим магом вот пересекаешься. Вот такой вот момент. Вы буквально как ускользаете от него. И очень вероятно, что скоро придет то время, когда вы смените берег, когда вы, возможно, пойдете в очень такую значимую перемену в своей жизни, идет вам какая-то счастливая дорога, да, вот с мужчиной, который вас любит, который в ваших мыслях. Но и есть вот такой вот воздыхатель со стороны, который, возможно, через какую-то страсть, через какую-то свою обиду, но так или иначе он скрывает свои истинные чувства. На самом деле он в вас влюблен. Он где-то поставил капкан, желая вами поиграть, но сам в этот капкан и попал. Сам и попал в этот капкан. И я вижу, что вы действительно, вы сняли с него корону. Возможно, вы его отсекли, отшили, отрезали где-то. Вот он прям в какое-то время прям был зол и в печали, потому что вы сняли с него корону, с вот этого мага. И вместо того, чтобы бежать к нему, да, бежите от него. Ну вот такая вот ситуация. Ну давайте посмотрим. Вот этот маг вообще, чего от него ждать? Он влюблен в тебя. Этот мужчина, несмотря на то, что он как-то действует, да, в желании тебя соблазнить, в желании вот хочу победы, на самом деле он в тебя уже давно влюблен, этот мужчина. Да, и как-то он думает, что пока ты там еще не рванула в новые и счастливые, у меня еще есть шанс. Пока ты рядом, у меня еще есть шанс. Но ты, женщина, для него безумно притягательна. Но ему не хватает некого вот взаимности от тебя, да. Не хватает, вот ты буквально отбиваешь какие-то вот его шаги в твою сторону. Ты отсекаешь его, покидаешь почему-то его, да, он в какой-то печали, он чувствует, что он тебя упускает, теряет. И вот вроде бы счастье так близко, а ухватить я его не могу. Не могу, да, вот как бы хороша, да, не про меня. И почему-то он сейчас по тебе тоскует, вот этот маг. Он тоскует. Где-то очень вероятно получил отворот-поворот, но в принципе я вам скажу, что он считает, что ты ему разбила сердце. Хоть он играючи шел к тебе, хоть он играючи легкомысленно действовал к тебе, но в какой-то момент я осознал, что он в тебя влюбился. И сейчас ты терзаешь его сердце, сейчас ты его просто, ну, сводишь с ума тем, что вот идешь, возможно, в совсем другую сторону и к другому мужчине, а он без тебя просто сходит с ума. Хорошо, еще чего ждать от этого человека? Чего от него ждать? От него будут проявления. Вам еще придется пересечься с этим человеком и не раз. И где-то он будет создавать условия, где ты, в принципе, не можешь выкрутиться, да? Где ты так или иначе вынуждена с ним общаться, пересекаться, где ты так или иначе вот как-то вот в его пространстве, рядом с ним. Это может быть даже очень такой человек при власти, при ресурсе. Ну и вот у тебя прямо вот этот момент, да, как сердце тянется к одному, а за тобой прямо вот след в след еще какой-то мужчина, да, входит за тобой. Угу. Ну вы знаете, как бы он ни старался, как бы он ни хитрил, как бы он ни хотел вас соблазнить, этот мужчина, вы прямо видите правду, видите истину, и какая-то перемена у вас вообще в жизни очень близка. Но этот человек, он как-то остается неудел. Но я вам скажу, что он вас не забудет. Не забудет. И еще может быть такой момент, что спустя очень длительное время вы еще встретитесь с ним. Да? То есть сейчас у вас очень может быть частое пересечение, и он как-то желает пробиться к вам, желает вас соблазнить, очаровать, притянуть. Но и будет момент, что у вам какая-то вот дорога. Но спустя какое-то время вы еще встретитесь. И он вам еще скажет, что он вас так и не смог забыть, что он вас все-таки еще до сих пор любит. Ну что ж, давайте посмотрим в общем, да, сейчас. Ой, даже не знаю, что о вас думает мужчина сейчас. Что о вас думает мужчина?
Вы знаете, центральная карта Иерофанта, вы девушка для серьезных отношений, вы девушка, которая меняет судьбу, которая, в принципе, меняет судьбу, меняет жизнь, наполняет жизнь и вообще трансформирует жизнь. Какие-то истину, да, показываете истину. Ну, вообще-то я вам скажу, тут мужчина, что с вами на расстоянии, он думает о том, что он недоволен ситуацией, ему хочется что-то изменить, хочется встречи с вами. И также вот этот мужчина, который сейчас в вашем окружении крутит-вертит, да, он тоже недоволен ситуацией, он тоже хочет изменения, он тоже хочет перемены, да, и какой-то романтичной встречи с тобой. Хочет, чтобы ему повезло, чтобы судьба как-то так расположила. Я вообще вам скажу, что вот этот маг, он как-то за какой-то игрой, за какой-то своей хитростью, он прячет истинные чувства. Но все равно в нем это присуще. Вот эта хитрость, вот эта наглость, она вам присуща. Возможно, вы ее очень даже считываете. И считаете этого человека опасным. А сердце ваше тянется к тому, кто на расстоянии. И не зря, потому что вот вообще, даже если на сегодняшний день все выглядит очень сложно, но сама судьба благоволит вам и открывает для вас прекрасную дорогу вместе. Итак, что о вас думают мужчины? Что о вас думают? Очень такая гармоничная, красивая, шикарная вообще. Ну да, есть в вашем характере вот этот момент, что с чем пришел, то получил. Пришел с хитростью, ну, считай, тебе не повезло. Пришел с настоящей любовью, добро пожаловать, и получишь во 100 крат больше. Очень такая женственная, прекрасная, очень красивая женщина, да, женщина для прекрасного будущего. И мужчины, смотря на вас, они это понимают. И понимают, что играть с вами опасно, потому что вот как и этот маг, да, очень легко попасть в капкан. Это капкан настоящих чувств, настоящей любви, там, где ты играешь и думаешь, что ты вот это все обойдешь, тебя не зацепит. Нет. С вами эта история не проходит. Любой, кто хочет с тобой играть, он попадает в свой же капкан. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Эмоции вообще. Эмоции мужчин по отношению к вам. Эмоции. Ну, вы знаете, это сейчас ревность. Вы сейчас вызываете у мужчин ревность. И тот, кто на расстоянии, сильно очень ревнует мужчина. И тот, кто рядом с вами, тоже очень сильно ревнует. И вы знаете, такое ощущение, вот только любовь, вот только через, вот, ах, если бы она меня любила, да, ах, вот только через любовь можно к вам найти дорогу. Охотиться на вас, ну вот просто нет смысла, да, потому что вы очень юнкая, вы быстро можете избежать любой какой-то вот ситуации, которая может выглядеть для вас подозрительной. Ну, вообще-то такой вот самый главный приз. Очень такая желаемая женщина, настоящий приз для каждого мужчины. Ну, вот так вот. В вас легко влюбиться. Вы такая женщина, которая очень влечет, очень манит. И женщина, в которую очень легко влюбиться. Еще эмоции, да. Давайте посмотрим эмоции того мужчины, который с вами сейчас на расстоянии. Его эмоции. Ох, это такая просто прекрасная женщина. Эта женщина просто эликсир. Просто настолько хочется к вам прикоснуться. Вы такая элегантная, такая сексуально элегантная женщина с шармом. И очень проходит момент, что вы на расстоянии, да, с этим человеком, потому что ну, вот прикоснуться к тебе, это просто невероятно, как хочется прикоснуться к тебе. Еще. Ну вот по справедливости, да, хочется увидеть, хочется прикоснуться, хочется быть рядом. Угу. Это какой-то страстный танец любви. Вот нужна просто до мозга костей. Да, вот такая характерная, темпераментная, с перчиком. Эта женщина просто источник женской энергии. Безумно нужна, просто до мозга костей. Вот этот мужчина, который с вами на расстоянии, он, вот вы знаете, прямо, ну вот старшие арканы. То есть по справедливости нужно что-то менять, нужно трансформировать. Я готов менять свою жизнь, готов трансформировать. Да, и вот она мне нужна, вот одна единственная она мне нужна. Хорошо, вот этот маг, тот, который рядом, тот, который, по сути, сейчас мелькает перед вашими глазами, что он чувствует к вам? Что вы буквально, знаете, как-то, ему остается лишь смотреть вам вслед. И он там такой не один, да. Вот вы нравитесь мужчинам, но вы им просто вот смотреть можно, трогать нельзя.
Вот такая вот ситуация. Да, хозяйка жизни, женщина, которая волнует, которая беспокоит, которая просто сводит с ума. Хоть в ад, хоть в рай, сложно все непросто, не получается, не так, как с другими, все выходит из-под контроля, а так хочется к ней в плен, так хочется, чтобы она была твоей хозяйкой, твоей женщиной, твоей владычицей, той, которой можно абсолютно все. Но это ее решение, и она ускользает, она, ну вот как-то идет вперед и остается лишь смотреть ей вслед. Но сильно волнуетесь, сильно, почему-то вот как момент, как ускользающее счастье. Вот для этого мага ты буквально ускользающее счастье. А ускользаешь ты куда? Ускользаешь ты в объятиях вот этого мужчины, который сейчас с тобой на расстоянии, и который готов весь мир перевернуть, которому ты нужна до мозга костей, и который сделает тебя действительно счастливой женщиной. Ну, давайте посмотрим еще. Итак, когда вы рядом находитесь, да, как на вас реагирует мужчина? Ой, ой, какая милая, какая красота. Ой, хочется вам какой-то подарок сделать, да? Вот вы такая женщина, достойна цветов, которой хочется подарить цветы просто так проявить свое внимание. Вот как-то просто мимо пролетая, вот 1000 раз рядом с вашим окошком, рядом с вашей дверью, с вашим кабинетом, 1000 раз хочется пройти и каждый раз заглянуть в эту дверь, в это окошко, 1000 раз на вас хочется посмотреть. Под любым предлогом все будет хорошо, лишь бы к вам заглянуть. Хорошо, еще. Угу. Вот это повезло. Вот я вам, девочки, скажу, что да. Третий вариант, у вас есть мужчины, которым вы очень нравитесь. Безумно, да. Есть. Но повезет лишь одному. Самому, знаете, такому, который хватает свои счастья руками. Который не забрасывает какую-то удочку и ждет там чего-то, чтобы вот этот поплавок дал признаки жизни, да. А вот прямо ловит все руками, берет жизнь в свои руки. Вот этому мужчине и повезет. Который вот действительно действует. Вот ему и повезет. Да, вы такая вот прямо очаровательная хозяйка, все везде успела, вся такая уютная, красивая, такая вся элегантная, все у нее везде она успевает, везде она такая хозяюшка, да. Вот как вас, как видят мужчины, вот здесь бы, да, вот ее бы в свой дом, вот ее бы в свою жизнь, вот как бы к ней бы на порожек, да, прийти. Ну, красивая очень женщина, просто белая кошечка. Вот не придраться, я вам скажу, что у вас очень хорошая репутация. И даже вот этот маг, который никак не может к вам пробиться, он о вас и говорит, и знаете, какие-то его слова только улучшают вашу репутацию. То есть, что вы не поддаетесь, что вы не сдаетесь, что вы из тех женщин, которые очень сложно завоевать, которая не поддается какой-то иллюзии, обману и каким-то интригам. И вы знаете, как мужчина чувствует себя, когда рядом. Вот 1000 раз под любым предлогом хочется к тебе заглянуть. И действительно повезет тому, кто берет свои счастья руками, кто не сидит, не ждет, да, хватает вот в свою лучшее в своей жизни. Хватает, да, и добивается успеха. Вот тому и повезет. Такая женщина выбирает победителя. Такая женщина выбирает свою счастливую жизнь рядом с смелым, достойным мужчиной. Хорошо, давайте посмотрим. Перемены в вашей личной жизни. Какие будут перемены у вас? Какие будут перемены? Ох, девочки, старший аркан сила. Будете в сильном союзе, в верных очень отношениях. У вас очень хорошие перемены. Очень хорошие перемены в жизни. Да, праздновать что-то будете. Потому что вот так суждено. Вот так суждено. Вы где-то, возможно, сейчас видите какую-то ситуацию, вот, возможно, с человеком на расстоянии очень непросто, да, видите какие-то препятствия, моменты, но вы удивитесь, какой силой обладает любовь. И у вас будет какой-то праздник. Праздник по аркану суд. Там, где вы входите, да, в такой вот союз любви и надежности, и справедливости, верности. Какой-то праздник у вас по личной жизни будет. Здесь даже на свадьбу похоже, если честно. Да, потому что праздник, там, где радуются близкие и родные. Праздник по судьбе, то есть свершилось то, что суждено. А что свершилось? Твоя пара. Образовалась твоя вот эта надежная пара. Будь объединение, да, в паре.
То есть у вас очень хорошие события по личной жизни намечаются. Глобальные, я бы даже так сказала. Глобальные события, глобальные перемены. Но здесь буквально как какие-то врата открываются, да, и то, чему суждено, оно обязательно осуществится. И принесет в вашу жизнь радость, и принесет в вашу жизнь и опору, и крепкий союз с любящим, надежным человеком. Хорошо. И у вас и старший аркан сила у вас вышел как совет. Вы знаете, чему суждено состояться, то обязательно состоится. И будешь ты в сильном союзе. И рядом с тобой будет очень любящий, верный человек, который будет для тебя опорой. Не место рядом с тобой каким-то манипулятором, хитрецам и обманщиком, а рядом с тобой будет настоящий лев. Рядом с тобой будет очень сильный и смелый мужчина, который, ты думаешь сейчас, что что-то не подвластно, а вот этот мужчина, он сделает все, чтобы быть с тобой. Не просто, чтобы быть с тобой, а чтобы ты рядом с ним была счастлива, чтобы жизнь твоя была наполнена и какими-то увлечениями, и дружбой, и какой-то твоей деятельностью, да, чтобы ты в общем была счастлива. У вас очень хорошие события на будущее, на личную жизнь. И не бойтесь каких-то моментов, что вам нужно куда-то ехать, потому что перемены вам идут исключительно к лучшему. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. Счастья, радости, любви, смелого, благородного мужчину в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!